Привет всем! Меня зовут Евгений, и вы снова на канале ТМЖ Натан. Сегодня я хочу сделать самогон из красной алычи. Вот из таких вот ягод я буду делать алкогольный напиток. В простонародье это алыча растопыренная или слива вишненосная. На вкус очень сладкая. И я думаю, напиток у нас получится отменный. Ну и так как слив у нас довольно много, работы предстоит немало. Бродить наша брага будет вот в такой вот пластмассовой емкости. Для дробления алычи я буду использовать вот такой вот строительный миксер и шуруповерт. Для облегчения работы я буду использовать вот такую вот промежуточную 50-литровую емкость. Я буду дробить ягоду, а потом наша раздавленная ягода отправится в бочку побольше. Друзья, ягода уже начинает пускать сок, тянуть дальше нельзя, и сегодня все надо переработать. Первая партия передавлена и отправляется в емкость побольше для дальнейшего брожения. Итак, вся ягода передавлена. Теперь нам осталось узнать только количество сахара в нашем раздавленном соке. Для этого я буду использовать обычный рефрактометр. Для того, чтобы измерить количество сахара в любом соке, нам нужно на призму рефрактометра поместить небольшое количество сока и потом посмотреть на источник света, и вот в этом глазке у нас отобразится шкала, на которой и покажет нам количество сахара в соке. С помощью вот такой пробирки я наберу небольшое количество сока и помещу на призму измерительного прибора. Закрываем крышку. И нам осталось направить рефрактометр на источник света. Мы можем видеть, что наш прибор показывает 11,5% сахара. Итак, я измерил процент сахара в нашем соке. Он составляет 11,5%. И зная, что 1% сахара у нас дает на выходе 0,6% алкоголя, после брожения я получу примерно 6% спиртосодержащей жидкости. Это, конечно, мало, и поэтому поэтапно буду вносить сахар в процессе брожения и добавлять воду, чтобы получить на выходе хотя бы 12-14% спирта содержащей жидкости. Для получения такой крепости в результате брожения я буду добавлять сахар из расчета 1,5-2 кг на ведро алычи и воду из расчета 10 литров воды на 10 кг ягоды. А сейчас данную бочку с нашим соком я поставлю в теплое и темное место, для того, чтобы у нас активировалось брожение. Я поставил бочку с алычой в теплое и темное место, а именно в свою винодельню. И сейчас накрою какой-нибудь подходящей тряпочкой, чтобы туда не попадала мошка или мухи.
И оставлю для того, чтобы активировалось брожение. Также здесь у меня бродит вишневая брага. Вот в бутылях. Добродите. Я отправлю ее на перегонку. И вон там в дальнем уголочке у меня на тихом брожении вишневое вино. Итак, прошли сутки, друзья. Наша брага начала бродить. И нам нужно дважды в день перемешивать ее тщательно, чтобы она не закисла. Брожение идет полным ходом. Мы снова накрываем вот такой вот тряпочкой, чтобы в брагу не попало ни мушкара, ни мухи. И оставляем до утра. Утром опять все тщательно перемешаем. Мы видим, идут пузыри. Процесс брожения в самом разгаре. Друзья, прошло 3 дня. Наша брага из алычи активно бродит. В течение этих 3 дней я тщательно перемешивал каждое утро и каждый вечер брагу, чтобы она не закисла. И сейчас наступило то время, когда можно добавить воду и первую порцию сахара. В 6 литрах теплой воды я растворяю приготовленный сахар. А именно 6 килограмм. Это наша сегодняшняя доза. Добавлю в бродящую брагу. И потом туда же мы добавим воду. Хорошенько все перемешиваем до полного растворения сахара. Конечно, летом мушкара не дает нам спокойно жить, но никуда не денешься. В нашу брагу я добавляю вот такой вот сироп. И теперь добавляем сюда чистую воду. Добавив воду, я тщательно перемешиваю брагу. У нас получилось, наверное, литров 110 бродящего сусла. Теперь я накрою бочку крышкой и установлю гидрозатвор. Дня через 3-4 я добавлю оставшуюся часть сахара в брагу из алычи, и она будет бродить дальше. После полного выбраживания я отцежу ее и запущу на перегонку в перегонный куб. Друзья, спустя несколько часов, ввиду того, что брожение идет очень активно, мне пришлось поменять пластиковый гидрозатвор на обычный, состоящий из силиконовой трубки и стеклянной бутылки, наполненной водой. Прошло 10 дней. Брожение закончилось. И сейчас я буду отцеживать брагу для дальнейшей перегонки. Отбродившую брагу из алычи я буду перегонять на самодельном перегонном кубе.
Для первой перегонки я наберу пару бутылей с помощью вот такой вот пластиковой трубки с таким самодельным фильтром из обычной сетки, примотанной скотчем. А потом воспользуюсь прессом, который у меня есть, для того, чтобы отцедить остальную брагу. Процесс перегонки идет полным ходом. Я уже отобрал головы, наверное, грамм 250. И теперь начал отбор основного тела нашего дистиллята. Ну что, я закончил перегон. Закончил на крепости примерно 30 градусов. В итоге у нас получилось около 8 литров отборного самогона. И сейчас мы с вами измеряем суммарную крепость, которая у нас получилась. Крепость нашего напитка ровно 58 градусов. Итак, я сегодня сделал перегонку первой партии браги из Алычи. Я получил самогон крепостью 58 градусов и считаю, что это отличный результат. Еще как минимум 2 раза я буду запускать данный самогонный аппарат, чтобы перегнать всю брагу, которая осталась. После перегона всей партии я буду заливать самогон в бочку из дуба. Возможно, часть залью в бочку из вишни. Ну, в целях эксперимента. Друзья, кому понравилось видео, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями и подписывайтесь на канал. До новых встреч!